как небольшая северная страна бросила вызов огромной советской военной машине. Ноябрь 1939 года. Европа уже охвачена пламенем новой глобальной войны. Германия и СССР только что разделили Польшу, перекроив карту континента. Казалось, что судьба Финляндии уже предрешена в тайных кабинетах. Красная армия, насчитывающая миллионы штыков, готовилась к быстрому маршу. Сталин был уверен, что финский пролетариат встретит советские танки с цветами. Но реальность обернулась катастрофой, которая потрясла весь мир. Зимняя война стала одним из самых жестоких и кровавых конфликтов того времени. Снега Карелии окрасились в красный цвет, а морозы достигали 40 градусов. И чтобы понять, почему этот конфликт до сих пор вызывает споры, нужно узнать. Секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа развязали руки Москве. Финляндия оказалась в советской сфере влияния. Советский Союз потребовал от Хельсинки отодвинуть границу от Ленинграда. Взамен финнам предлагали болотистые земли в Карелии. Переговоры шли тяжело и в атмосфере взаимного недоверия. Финское правительство понимало, что уступки могут привести к потере независимости. Карл Густав Маннергейм призывал к компромиссу, чтобы выиграть время. Но политики в Хельсинки заняли жесткую позицию. Сталин же не терпел отказов и решил применить силу. Вдоль границы началось масштабное сосредоточение советских войск. Ленинградский военный округ получил приказ готовиться к наступлению. По плану, кампания должна была занять всего несколько недель. Советские генералы рассчитывали на подавляющее техническое превосходство. Тысячи танков и самолетов были стянуты к финской границе. Моральный дух красноармейцев подогревался пропагандой. Им говорили, что они идут освобождать финских рабочих от гнета капиталистов. Финская армия, напротив, испытывала острую нехватку современного вооружения. У них почти не было танков и противотанковых орудий. Однако финны превосходно знали местность и умели воевать в лесу. Осенние дожди сменились первыми заморозками. Напряжение на границе росло с каждым днем. Советские самолеты начали нарушать воздушное пространство Финляндии. Дипломатические каналы стремительно закрывались. Москва развернула агрессивную кампанию в прессе. Финляндию обвиняли в подготовке нападения на СССР. Обе стороны понимали, что война неизбежна. Оставалось лишь найти повод для начала боевых действий. И этот повод вскоре был искусственно создан. Грозовые тучи окончательно сгустились над Карельским перешейком. 26 ноября 1939 года прогремели выстрелы у деревни Майнила. 7 артиллерийских снарядов разорвались на советской территории. По официальной версии Москвы, погибли 4 красноармейцев. СССР немедленно обвинил в обстреле финскую сторону. Однако финская артиллерия находилась вне зоны досягаемости. Историки позже подтвердят, что это была спланированная провокация. НКВД инсценировала обстрел для создания казус белли. Москва использовала этот инцидент на полную мощность. Финнам был предъявлен ультиматум об отводе войск. Хельсинки предложил провести совместное расследование, но Советский Союз отказался от любых переговоров. 28 ноября СССР разорвал пакт о ненападении с Финляндией. На следующий день были разорваны и дипломатические отношения. Майзнильский инцидент стал точкой невозврата. Утром 30 ноября Красная армия перешла границу. Тысячи орудий открыли огонь по финским позициям. Советские бомбардировщики сбросили бомбы на Хельсинки. Мирные жители в панике прятались в подвалах и бомбоубежищах. Фотографии разрушенных зданий в Хельсинки облетели мир. Молотов заявил, что СССР сбрасывает не бомбы, а хлеб для голодающих. В ответ финны назвали советские кассетные бомбы хлебными корзинами Молотова. Так началась Зимняя война, шокировавшая международное сообщество. Советские войска наступали широким фронтом от Финского залива до Баренцева моря. Они ожидали легкой прогулки, но встретили ожесточенное сопротивление. Первые бои показали, что финны не собираются сдаваться. Несмотря на численное меньшинство, они сражались за каждый метр. Природа тоже встала на сторону обороняющихся. Ударили аномальные морозы, и снег начал засыпать дороги. Уже 1 декабря Москва применила политическое оружие. В занятом приграничном городке Териёки было создано новое правительство. Оно получило название «Финляндская демократическая республика».
Его возглавил старый финский коммунист-эмигрант Отто Куусинен. Это марионеточное правительство никто не избирал. Оно состояло из граждан СССР финского происхождения. Куусинен немедленно подписал договор о взаимопомощи с Советским Союзом. Он согласился на все территориальные требования Москвы. СССР заявил, что отныне признает только это правительство. Законное правительство в Хельсинки было объявлено низложенным. СССР цинично заявлял, что не ведет войну, а лишь оказывает помощь легитимному правительству Куусинена. Это классическая схема гибридной агрессии, создание фейковых республик на чужой земле, станет излюбленным шаблоном для преемников Сталина в будущем. Эта уловка была призвана оправдать агрессию в глазах мира. Также была создана Финская народная армия. Она должна была заменить советские войска после освобождения, но набрать добровольцев из числа военнопленных не удалось. В нее набирали советских граждан с финскими корнями. Их переодели в трофейную форму польской армии. Советские самолеты сбрасывали миллионы листовок на позиции финнов. Листовки призывали солдат переходить на сторону Куусинена. Но эта пропаганда возымела обратный эффект. Она лишь сплотила финское общество перед лицом угрозы. Даже местные коммунисты встали на защиту своей родины. Этот феномен получил название «Дух Зимней войны». Попытка расколоть нацию изнутри с треском провалилась. Правительство Куусинена стало объектом насмешек. Оно так и осталось сидеть в приграничном Терейоке. План быстрой смены власти рухнул, Красной армии пришлось пробиваться силой. Впереди ждала главная линия финской обороны. На Карельском перешейке путь советским войскам преградила линия Маннергейма. Это была сложная система полевых и долговременных укреплений. Она растянулась на 135 километров от Финского залива до Ладожского озера. В отличие от линии Мажино, и здесь было мало массивных бетонных фортов. Финны грамотно использовали природные особенности ландшафта. Леса, болота и озера сами по себе были естественными преградами. Их дополнили минными полями и проволочными заграждениями. Для танков приготовили ряды гранитных надолбов. Бетонные доты были тщательно замаскированы в снегу и лесу. Они имели амбразуры для флангового огня, что делало их невидимыми с фронта. Красная армия подошла к линии Маннергейма в середине декабря. Первые атаки были проведены без должной разведки. Советские командиры бросали пехоту в лобовые штурмы. Танки застревали в глубоком снегу и натыкались на надолбы. Финская артиллерия и пулеметы выкашивали наступающих. Потери РККА росли с пугающей быстротой. Многие солдаты замерзали насмерть, не имея теплого обмундирования. Буденовки и шинели плохо спасали от 40-градусных морозов. Советское наступление захлебнулось в крови и снегу. Сталин был в ярости от провала Блицкрига. Командование было вынуждено остановить атаки и взять паузу. На фронт начали стягивать тяжелую артиллерию. РККА начала методичную осаду финских дотов. Но дни шли, а линия обороны держалась. Миф о непобедимости Красной армии дал трещину. Весь мир с удивлением следил, как Давид сдерживает Голиафа. Западные страны выражали симпатию Финляндии, а на севере, в Карельской тайге, разворачивалась еще более страшная трагедия. Там советские дивизии попали в настоящий лесной ад. На севере от Ладожского озера не было линии Маннергейма. Здесь советское командование решило ударить в тыл финнам. Несколько дивизий двинулись по узким лесным дорогам. Колонны техники растянулись на десятки километров. Они оказались привязаны к дорогам из-за глубокого снега. Финны использовали это уязвимое положение. Они применили тактику «Мотти» – разрезание на части. Мобильные отряды на лыжах внезапно атаковали из леса. Сначала они уничтожали головные и замыкающие машины. Колонна оказывалась заблокированной и лишенной маневра. Затем финны разрезали ее на мелкие изолированные группы – «Мотти». Эти котлы окружались и методично уничтожались. Советские солдаты были заперты в заснеженном лесу. У них заканчивались боеприпасы, топливо и продовольствие. Разводить костры было опасно. На свет сразу летели пули.
Темнота северной зимы усугубляла ужас происходящего. Финские снайперы и автоматчики действовали как призраки. Они появлялись из ниоткуда, делали несколько выстрелов и исчезали. Целые советские дивизии, такие как 44-я, были полностью разгромлены. На дороге на Раате остались сотни замерзших грузовиков и танков. Брошенная техника досталась финнам в качестве трофеев. Лесной ад стал могилой для тысяч красноармейцев. Многие умирали не от пуль, а от переохлаждения. Советские спасательные операции проваливались одна за другой. Помощь не могла пробиться через финские засады. Окруженные сражались до последнего патрона. Но исход в Мотти почти всегда был предрешен. Эти поражения стали шоком для советского руководства. Они показали полную неготовность РКК к зимней войне в лесу. Символами финского сопротивления стали два вида оружия. Первое – знаменитый коктейль Молотова. Финны страдали от нехватки противотанковых пушек. Им пришлось использовать бутылки с зажигательной смесью. Они назвали их «напиток для товарища Молотова». Массовое производство наладили на водочных заводах. Чтобы поджечь танк, нужно было подобраться к нему вплотную. Это требовало невероятного мужества от пехотинцев. Вспыхивающее пламя проникало в двигатель, уничтожая машину. Тысячи советских танков были сожжены этим простым оружием. Вторым кошмаром Красной Армии стали финские снайперы. Их прозвали «кукушками», считая, что они стреляют с деревьев. На самом деле большинство снайперов работали из сугробов. Самым известным из них был Симо Хяюхя. Он получил прозвище «Белая смерть». За 100 дней войны он ликвидировал более 500 солдат противника. Симо не использовал оптический прицел, чтобы стекло не бликовало. Он набивал рот снегом, чтобы пар от дыхания не выдал позицию. Его винтовка Мосина стала легендой. Советские артиллеристы накрывали квадраты огнем, пытаясь его уничтожить. Но «Белая смерть» оставался неуловимым. Такие солдаты наносили огромный психологический урон. Красноармейцы боялись каждого куста и каждого сугроба. Нервное истощение косило ряды наступающих не хуже пуль. Финны сражались за свои дома и семьи. Эта мотивация делала их смертоносными бойцами. Они использовали особенности своей суровой природы как оружие. Каждый метр финской земли давался советским войскам огромной кровью. Но ресурсы маленькой страны постепенно истощались. В феврале 1940 года РККА сменила тактику. Командование перешло к Семену Тимошенко. Началась мощнейшая артиллерийская подготовка. Днями напролет орудия крушили линию Маннергейма. Бетонные доты разрушались под градом крупнокалиберных снарядов. Финские защитники были измотаны беспрерывными боями. У них критически не хватало боеприпасов. 11 февраля советские войска прорвали главную полосу обороны. Танки и пехота хлынули в образовавшуюся брешь. Маннергейм отдал приказ об отходе на новые рубежи. Но и они вскоре были смяты превосходящими силами. Красная армия вышла к Выборгу. Финляндия оказалась на грани полного военного поражения. Помощь от западных стран так и не успела прибыть. Хотя Великобритания и Франция планировали экспедиционный корпус, им помешала позиция нейтральных Швеции и Норвегии. В Хельсинки поняли, что войну необходимо заканчивать. В Москву отправилась делегация для мирных переговоров. Условия Сталина были суровыми, но сохраняли независимость страны. 12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор. Боевые действия прекратились на следующий день. Финляндия потеряла 11% своей территории, включая Выборг. Более 400 тысяч финнов стали беженцами, покинув свои дома. Айны ушли на финскую территорию, не желая жить в СССР. Но цена победы для Советского Союза оказалась чудовищной. Безвозвратные потери РККА составили около 126 тысяч человек. Финны потеряли убитыми около 26 тысяч солдат. СССР добился отодвижения границы, но потерял международный престиж. Исключение из Лиги наций стало клеймом агрессора. Зимняя война оставила глубокий след в истории. Она показала всему миру слабости Красной армии после репрессий. Гитлер, наблюдая за этим, сделал роковой для себя вывод. Он решил, что Советский Союз – это колосс на глиняных ногах. План Барбаросса начал обретать реальные очертания, а Финляндия, стремясь вернуть утраченное, вскоре вступит в новую войну. Зимняя война доказала, автократы, живущие в информационной изоляции, всегда становятся жертвами собственных иллюзий о быстрой победе за 3 дня. Они полностью недооценивают волю к сопротивлению народа,
защищающего свой дом, и переоценивают мощь своей прогнившей от коррупции армии. Спустя десятилетия новые правители в Кремле пытаются примерить шинель генералиссимуса, копируя его методы гибридных войн и ультиматумов. Но они забывают главное. Сегодняшняя Россия – это не мобилизованный Советский Союз, а мир больше не готов закрывать глаза на аннексии. Попытка повторить сталинский сценарий неизбежно ведет к тем же результатам – международной изоляции, истощению и историческому тупику. И именно этот незаученный урок истории напоминает нам, какую высокую цену приходится платить за свободу.